Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Второй прогноз. Перемены, развилка. Конец июня, начало июля, завершение и начало. И с одной стороны, энергии июня Юпитер в раке, энергии эмпатии, гармонии, и это на год. А с другой стороны, июль, Уран в близнецах, это ломка стереотипов, шаблона, и это на 7 лет. Вот давайте узнаем, какие подсказки карт. И мы не задаем вопросы картам, но рассмотрим два направления. Первое, что скрыто. Что от вас скрыто, и вы с чем можете столкнуться. А второе направление – это прошлое или момент сегодняшнего дня. На что нужно обратить внимание, чтобы, может быть, в будущем жизнь пошла с более правильной ноги. Какие вопросы, темы требуют вашего участия. Итак, так что же для вас, мои дорогие водолеи, скрыто? С чем это может быть связано? Ну, вообще, волшебство по аркану исток, это, знаете, нет, во-первых, такой карты ни в одной колоде. Это тот аркан старший, который, самый старший, это тот, который до нулевого. И это как начало. Возможно, это как хаос перед началом творения. Нет, еще пока даже творение не началось. Но это как за пределом самого по себе начала. Вне времени, вне формы, вне смерти. Вот буквально так. И это пробуждение. Пробуждение от снов, от нашего какого-то предыдущего видения, может быть, и от иллюзий. Это признание, что мы не просто сами по себе, а есть какое-то взаимодействие с миром. Может быть, мы часть вот этой вселенной, и по этому аркану мы это как раз понимаем. Это также карта дает сразу совет: откажись от иллюзий и храни молчание. Это то, что вы не видите. Видимо, есть что-то очень значимое. Ваша миссия, может быть, мои дорогие водолеи. Но впереди, начиная с июля, я вполне такое могу допустить, потому что энергия Урана, вашего управителя Урана, да еще и в близнецах, а ведь близнецы, как и вы, знак стихии воздуха, вы можете это все воспринимать намного острее. Поэтому что-то мы не можем изменить. Задача правильно адаптироваться и хранить молчание. Но я часто говорю, что до конца 2025 года основное направление – это адаптация. И рыцарь чаш. Мы действительно чего-то тут не знаем. Может быть, это вы где-то предполагали, что вот именно в одном ключе будут развиваться события. Может быть, в одном ключе будут развиваться взаимоотношения. Такое я тоже допускаю. А по этому аркану это еще идет какая-то незрелость, инфантильность. И если мы говорим о хорошем настроении, вдохновении, вот это все присутствует. Мы воодушевлены. Вот вы будете чем-то воодушевлены, потому что вы чувствуете эту энергию перемен. Или вы чувствуете, знаете, как вы сейчас можете создать что-то такое удивительное, вплоть до шедевра. И вот вас вдохновляет и где-то обволакивают вот эти энергии. Предвкушение, как нового полета. Но пока как летать, нам еще не объяснили. И поэтому по этой карте я всегда говорю, даже особенно если это, к примеру, какие-то новые люди, которые пришли в вашу жизнь. Вот тут важно не замечтаться, куда-то не торопиться, хранить молчание, да. Здесь, во-первых, какая-то ситуация продолжится, продолжит развиваться, и, наверное, шаг за шагом вы будете делать какие-то выводы. Но если мы на конкретного человека, по рыцарю чаш, это те персоны, вот как на этой карте изображены. У нас сидит молодой человек в нелепой позе, а почему-то у него на голове чаша. И я надеюсь, видно хорошо, но если не видно, поверьте, его лицо изображает, словно ему кто-то задал вопрос, а он отвечает: «А я не знаю». Или, ну, по крайней мере, это мои такие ассоциации. Или, может быть, есть такие люди, которые всегда уходят от ответа: «А я не знаю». Вот что ни спроси, они не знают. Это те, на которых мы не можем ни положиться, ни ответственности потребовать. Вот такие люди могут быть в вашем окружении. Поэтому не торопитесь с выводами по части новых знакомых, так это точно. Что скрыто? Дайте всему стать как бы
с головы на ноги, или всему определиться, или развиться ситуации до какой-то кульминации. Здесь посмотрите, вот этот аркан исток, и, кстати, обрисована лемниската, как у мага, а потом следует 20-й предпоследний старший аркан суд. И это уже итоги. Поэтому какая-то ситуация шаг за шагом у вас будет прояснена. Или вы можете узнать какую-то тайну. Думали-то вы вот одно, а тут так все может измениться, что окажется, что да нет, тут как-то иначе обстоят дела. Но все-таки 20-й старший аркан – это выздоровление, мои дорогие. Это возрождение самое главное. Может быть и возрождение от иллюзий, но словно вам пространство Вселенная помогает, чтобы какие-то путаницы из вашей жизни ушли, чтобы было больше какой-то определенности. Может быть, если мы даже о людях говорим, люди как-то они себя покажут в течение июля месяца, по крайней мере, шаг за шагом. Вы уже будете видеть, к чему это все идет, или на кого вы можете рассчитывать. Здесь само пространство может отчасти фильтровать как и ваши планы, так и ваше окружение. Два старших аркана у вас. Это как еще не начатое начало и уже итог. Вот значит, есть какая-то сфера жизни, по которой вы подводите эти итоги. Может быть, у кого-то по части личной жизни. Но ведь рыцарь чаш еще иногда говорит про вдохновение, и поэтому среди вас много творческих людей. Если у вас есть какой-то проект, вы тут тоже можете что-то реструктурировать, потому что в одном ключе не движется. Или нет этого самого продвижения. Мне нужно что-то приспособить или самому приспособиться, может быть и так, к тому, что есть в реальной жизни. И у вас это получится. Что скрыто? Четко нам не сказали, но можно получить деньги, можно начать зарабатывать другим способом. По десятке монет можно многое что совершить по части недвижимости, по части своеобразного прорыва к процветанию, изобилию. Но пока даже не с хаоса, а еще с какой-то прежней ступени у вас все начинается. Может быть внимательным, кстати, подписывая какие-то документы, давая кому-то зарок, давая кому-то обещание. По десятке монет это только те, кому мы доверяем. Или это те люди, которые проверены и надежные. Для вас это будет очень важно, потому что пока еще тысячи неопределенностей. Это своеобразная база, от которой мы можем оттолкнуться. Или ваше место проживания, может быть, тоже требует какого-то внимания, может быть, для кого-то отправиться в какие-то инстанции, согласовывать, подписывать документы. Тогда будьте внимательны, нельзя замечтаться. Вот чем больше вы внесете какой-то ясности по тем вопросам, которые не на «вы», которыми вы уже прежде занимались, или вы будете что-то, такое я могу предположить, перезаключать контракты, перезаключать какие-то соглашения, или пересматривать, может быть, какую-то отчетность, или сами по себе документы. Вот есть какая-то явно подготовка, которая, видимо, к какому-то старту, или к тому, что вы хотите осуществить. Но в конечном итоге это для вас, как и больше определенности, больше уверенности, но еще и одновременно как-то это сопряжено с деньгами. Может быть, кто-то получит гонорар, который какое-то время вы его заработали, а он там где-то заплутал и задержался. Что еще скрыто? Но возможность именно денежного эквивалента или начать зарабатывать по-новому. Вот вы это можете еще пока на момент июня не видеть. Может быть, настолько изменится какая-то обстановка в июле, что для вас откроются новые перспективы. И по тройке жезлов это подтверждает, потому что это карта будущего. Поэтому нужно видеть на пару шагов вперед. И у вас как раз это получится. Что еще скрыто? Я вижу так, вопросы денег, быта, если так по-простому скажем, или вашей недвижимости, места проживания, или откуда к вам приходят деньги, и любовь, личная жизнь. Вот основные два направления. Наверное, как по Венере. Венера – это не только любовь, это и еще и деньги. И, может быть, какая-то финансовая составляющая тоже требует вашего внимания. Или системы взаиморасчетов, может быть, новые. Мы это ожидаем, когда Уран войдет в Близнецы. Причем
такими семимильными шагами или быстрыми очень темпами, когда уже на сегодняшний день, если оглянуться чуть-чуть буквально назад, мы видим, насколько прогресс просто мчится. Так это еще были первые шаги прогресса. А сейчас это все пойдет как в геометрической прогрессии. Но для вас даже уйти от разочарований, от какого-то хаоса, от какой-то неразберихи. Посмотрите, выстроить четкую палитру, куда я иду, что я по ним, где я работаю, что я получаю, и на будущее какие у меня уже планы, какие тенденции присутствуют. Ну и по королю чаш это те люди, которые готовы к нам прийти на помощь, это те, которые готовы к состраданию. И, кстати, здесь как раз по королю чаш, я бы сказала, проигрываются вот эти два аспекта. Юпитер в раке, эмпатия. И умеет, это единственная карта в колоде, король чаш, который умеет правильно взаимодействовать с двумя энергиями. Чувства и финансы. Так вот, те материальные вопросы, которые касаются какой-то конкретики, логики, он туда чувства не добавит, иначе это будет путаница. А там, где наоборот, нужно чувство проявлять, он не излишне материален или он не излишне прагматичен, он умеет дарить чувства и принимать их. Вот поэтому у вас как раз и получается вот какое-то взаимодействие в этих двух энергиях. Но для вас это все во благо, я вижу так. И даже если два старших аркана, если мы говорим, что скрыто, внешняя обстановка какая-то, мои дорогие, это правда. Всегда старшие арканы – это как внешний мир, обстоятельства. И стало быть, они на вас как-то влияют, воздействуют. Вот вам нужно совсем правильно отстроить какую-то свою политику или стратегию, тактику. И тогда посмотрите, какой прогресс. Ладно, второе направление. Что же из прошлого, как нерешенные вопросы, задачи требуют вашего внимания, чтобы жизнь пошла с правильной ноги? С чем это может быть связано? Что же это? Нейтрализовать какие-то конфликты, это точно. По пятерке мечей тут мы никому ничего не докажем. Более того, жизнь нам еще и преподнесет сюрприз, когда с тем, с кем мы поссорились, нам придется с ним еще раз встретиться, устанавливать как будто с нуля какой-то диалог. И согласитесь, это всегда сложнее, если мы, разругались в пух и прах. Вот нам проще даже сказать «здравствуй», когда нет вот этой колкости между нами. Поэтому любые конфронтации сводите к нулю. Вот тогда жизнь пойдет с правильной ноги. И даже если вы с чем-то не согласны, это ведь не значит, что мы соглашаемся с человеком. Нет, мы просто принимаем, что человек такой есть. Ну что ты сделаешь? Мы не призваны его менять или воспитывать. Больно надо, правда? И с другой-то стороны, мы себе-то тоже ведь не хотим навредить. Поэтому мы оставляем людям думать все, что они хотят, и просто именно принимаем какое-то соломоново решение, чтобы иначе этот конфликт, он нам не помогает, а может помешать. Посмотрите, две пятерки. И здесь ведь тоже это карта информационного хаоса. Любая пятерка. Недостаток. Вот здесь недостаток взаимопонимания, а здесь недостаток какой-то конкретики и достоверности. Если мы говорим об информации, да, это та, которую следует проверять, откуда у нее ноги растут. А если мы переложим на людей, то это проходят те люди, которые, ненадежные, это правда. И не потому, что вынашивают какие-то хитрые, коварные планы в отношении вас. Нет, вовсе нет. Это сам человек не знает, куда идет. Или он ищет, где трава зеленее, солнце ярче, но он ищет в течение всей жизни. Но иногда такое тоже бывает. Ему всегда будет чего-то не хватать. Поэтому ему ничего не стоит в этом поиске жизненном оставить что-то одно, включая свои собственные данные слова, обещания, и переключиться на что-то совершенно полярное. Поэтому, если вас жизнь с подобными людьми сталкивает, делайте правильные выводы. И тогда тоже жизнь начнется с правильной ноги. Что же еще? И какой-то вопрос у вас должен быть изучен. По пажу чаш всегда незрелость. Может быть, это вы. Иногда это проходят новые знакомые, люди, которые намного моложе нас. Или пусть не намного моложе нас, может быть, даже и старше. А вот есть какая-то детскость, может быть, как раз вот все то, что я сказала по пятерке жезлов. И, значит, нужно определиться, чего же мы хотим достичь.
бесполезно ожидать от какого-то человека, что он вмиг повзрослеет или изменит собственные взгляды. Вот символ надежности, что для вас, мои дорогие водолеи? И нам ведь вот об этом тоже говорят. С одной стороны, если мы не допустим конфронтацию, значит, мы усиливаем наши собственные позиции многократно. Вот это правило, оно во все века и времена железно работает. А по пятерке жезлов, когда мы что-то перепроверим и так вот беспристрастно, без эмоций посмотрим на какого-то человека, тогда мы тоже можем просчитать, чего от него ждать. Вот для вас где-то на уровне взаимоотношений именно люди, ваше окружение, то, чему нужно уделить внимание в июне, чтобы началось с правильной ноги. Что же еще? Вот, кстати, у кого-то мог быть конфликт вот с подобным королем жезлов, карта харизматичного лидера. Это те люди, которые нас могут вдохновлять или командовать нами могут. Это могут быть и, кстати, конфликты с руководством. И не важно, что король. В этих энергиях могла быть и женщина вполне, девушка. Но это те, кто нас вдохновляют, но не более того. Король жезлов – это руководитель. Он отдает приказы, он говорит, что нужно делать и чего не нужно делать. Он тоже может сказать жестко, но чаще все-таки, что нужно делать. Но делать он за вас это не будет. Или в какой-то необходимый момент он не включится в вашу работу, чтобы за вас что-то тоже сделать, совершить. Вот примите это во внимание. По королю жезлов очень хорошо именно чем-то вдохновиться, но не более того. Поэтому не нужно строить иллюзий каких-то. Ну вот посмотрите, все пятерки вы собрали. Вот я не знаю, зачем, мои дорогие. Видимо, какой-то анализ прошлой ситуации. Ведь это из прошлого. Почему денег не было, к примеру, да? Опять же мы говорим, недостаток, да, пятерка? Так вот здесь недостаток денег и взаимопонимания тоже. Вот здесь вот взаимопонимание на разном уровне по пятерке мечей. То есть до какого-то неприятия нами, до, знаете, когда разные принципы. А здесь по пятерке монет не смогли договориться. А договориться стоит. И потому что, видимо, недаром говорят, худой мир лучше доброй ссоры. Но это так в народе говорят. А если мы переложим на нашу жизнь, конфронтация – это только иллюзия. Это нам не дает никаких приоритетов. Это нам абсолютно не помогает. Более того, мы потом еще застреваем в этих мыслях, начинаем додумывать, а почему человек сказал, а что мы ответили, а если бы мы ответили как-то по-другому, а что бы могло быть. В общем, там можно развить до бесконечности. Мы застреваем в том, что не имеет значения, в том, что уже произошло. Тут надо делать выводы и идти дальше. Нельзя быть где-то заложником собственного видения процесса или собственных мыслей. Вот вполне вероятно и такое. А для кого-то собственных эмоций. Мои дорогие, вот какой-то холодный разум, вам карты говорят, и сведение к нулю всяческих таких скользких ситуаций с разного рода людьми. Именно людьми. Все 5 карт именно об этом. Вот интересно, для чего это вам надо? И еще один паж. Здесь вы как новое направление для себя рассматриваете. Или, может быть, это то новое направление, которое вы бы хотели сейчас словно просчитать, понять, к чему дело идет. По пажу мы действительно что-то изучаем, потому что мы в чем-то пока не разбираемся. Или что-то не видим. Но, может быть, в целом эта карта будет просто как завершающая, говорить, все, подтверждать все то, что я уже сказала. Потому что, да, вы тут как исследователи. Вы только исследуете, как, знаете, непознанную землю без карты. И это с заходом на июль не случайно карта истока. Но все строится, или многое, по крайней мере, на взаимоотношениях с людьми. Поэтому вот такие самые разные позиции, самые разные люди, самые разные, наверное, и сферы жизни, и личная жизнь, и вопросы где-то денег, не без этого. Они строятся на том, что как мы сумеем договориться, как мы сумеем увидеть реальность, опять же, понимаете? Насколько мы готовы углубиться в какой-то вопрос, а не ждем, что даже если нам обещают, что придут на помощь или включатся в какую-то тему, а вот допустить, что да никто не включится, придется все делать самому. И что тогда?
Что тогда вы получите? Что вы тогда будете чувствовать? Захотите ли вы сегодня идти туда на завтра? Насколько вы готовы далеко вот свои эти горизонты расширять? Вот это тоже такой момент присутствует. Ну и по части личной жизни, опять же, надежность от начала до конца во всем. Давайте я достану карту совета. Еще одну, как заключительную. Рыцарь мечей, мои дорогие, вот интересно, рыцарь мечей это в хорошем смысле проигрывается, когда мы ищем правду и мы ее находим. Тут тоже есть много значений. Я часто говорю, это карта бунтаря без причины. Так, иногда эта карта и называется. Но мы можем столкнуться с такими людьми, которые нас вызывают на какую-то критику или провоцируют критикой, чтобы мы кому-то ответили. Такой же колкой, жесткой фразой. Нас пытаться могут, мои дорогие, вас даже могут пытаться втянуть в какой-то конфликт. Вот что я вам должна сказать. А вот вам туда нельзя. Представьте, что вы, вот как этот молодой человек, он словно идет по невидимому жезлу, мечу такому, острию. Ну или вы идете, поскольку мечи это у нас воздух. Вот это как раз ваша стихия. Так вот представьте, что вы идете по канату, который висит высоко. И вам и не вправо, и не влево. Вам нужно держать баланс. Пусть эта дистанция короткая, вот, наверное, как расстояние между июнем и июлем. Может быть, для кого-то это в несколько часов эта дистанция, у кого-то в несколько дней. Но вот этот самый баланс. Никому ничего не скажу. Вот, кстати, я такое могу допустить. Никому никаких вердиктов не выношу. Все какие-то конфронтации свожу к нулю. Я просто балансирую. Вот такой совет, по сути, дает карта. И если мы говорим, с плюсом проигрывается, когда мы ищем правду, истину, и мы ее находим, информацию следует перепроверять. Может быть, и по людям, которые вам что-то обещают, или, может быть, это касается даже высоких инстанций, да, когда вам тоже что-то пообещали. Ну, вот как будто перепроверять информацию. Или достоверность, может быть, того, что вы хотите осуществить, соотносить еще с законом. Может быть и так, мои дорогие консультации юристов. Здесь определенно знание – сила, это точно. Но вот такие энергии на стыке, может быть, как двух эпох. Вот такая у вас развилка, мои дорогие, любимые водолеи. Перекладывайте на себя. Я вас благодарю, что вы смотрите мои видео, пишите искренние комментарии. Подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.